Всем привет, ребята! Вчера у нас обновился натиск. Первый натиск снежный. И по традиции он встречает нас своими блоками. Для меня это один из самых тяжелых натисков. С ним уже сравниться разве что тот, где был геккон. Больше всего трудностей было с уткой и с химерой. Как я проходила этот натиск, посмотрим с вами вместе. Так, первый босс я решила начать с утки, так как она для меня самая тяжелая. Ну, тогда я думала, что самая тяжелая. Пока подбирала пачки, конечно, мне на это ушло часа 3. Видела разные составы, там люди проходили из Адзебай проходили. Но там была Шила, который срезал резисты. Но у меня ее нету. Там или в других пачках Линея был, опять же, у меня нету. У меня Адзебай C0 без сигны, в общем, урона не хватило. За Нефер пробовала, за Орликина пробовала, за ту же Скирк. Честно говоря, за Скирк я здесь даже не хотела мучиться, ретраить. Вот, в итоге опустила сюда вниз Сандроны. Оказалось, что у нее урон из всех пачек самый большой, хотя раньше первое место занимала Орликина по урону. Ну, после того, как уже взяла Сандрон сюда, прошла утку буквально с 3-й попытки. До этого часа 2-3 подбирала отряды. Пыталась кем-то пройти. Там кто-то еще советовал мне в комментариях вместо Чичи сюда поставить какого-то гидрика. Знаете, что-то я об этом не подумала. Да и зачем? Они, в принципе, справились спустя 3 попытки без проблем. Просто хотела ставить Сандрона изначально на Химеру, поэтому не пробовала ее сюда ставить. Здесь, когда оставалось буквально миллиметр хп, он включил щит. Я так перепугалась, что надо опять заново ретраить, но повезло, пробила сквозь щит. Итак, утку я прошла. Единственное, кто у меня с ними не справился, это Сандроны. Теперь буду пробовать вот этого нового босса. Не знаю, какой пачкой получится пройти, уже как получится. Посмотрим. В общем, спустя долгое время ретраев я поняла, что ни у кого нету шанса, кроме Скирк. Ну и Скирк у меня, конечно, проходила Химера очень долго. Знаете, каждый раз не хватало, ну вот миллиметра хп. Ну вот каждый раз. Прикол в том, что один раз у меня получилось пройти его за 118 секунд. Но знаете что? Я забыла включить запись. Это был такой фейл. Пришлось еще раз на запись проходить заново. И знаете что? У меня на то, чтобы пройти еще раз, ушло, не знаю, часа 4. Вот просто второй раз у меня не получалось пройти. Наверное, тогда первый раз просто сложились все звезды. Честно говоря, не очень умею играть за Скирк. Но она вроде прикольная, мне нравится, но... Ну вот не то что-то. Сетлали тут не очень удобно. Прокни Есигну, либо прокни Эпос, прокни Сет, чтобы Юный правильно задействовался. Вот в этом моменте, кстати, вот эти шарики у меня не получалось забивать. Тоже очень много ретраила. Либо получалось почти все, но один он все равно поглощал. Либо поглощала все, но почему-то засетлали, сбивать их не выходило. Даже за ту же Скирк они лучше сбивались. Я, конечно, старалась вот эту вот атаку последнюю прерывать. Но не уверена, что у меня это получалось. Если правильно все делала, получилось бы, конечно, намного быстрее. Какой-нибудь человек с прямыми руками сделал бы это, конечно, лучше меня. На этом моменте тоже много раз ретраила. В итоге вот
успела, конечно же, прям впритык. И рекорд второй раз, когда я приходила для записи, точно такой же, как и первый. Да. 118 секунд. И первый раз, и второй раз. Так, третий босс. Ну, третий босс, я думаю, у меня будет самый легкий. Первый тяжеловатый, второй тоже очень тяжелый. Химера. Вот третий, я думаю, будет самый легкий, так как там Арлекином у меня есть этот босс специально для нее, который накладывает долг жизни, а Арли только это и надо, учитывая, что моя Арлекина бессильна. Лишний долг жизни ей очень нужен. Я, конечно, хотела ради интереса попробовать здесь какую-то другую пачку взять, но потом мне после кучи ретраев на других боссов вообще не хотелось никаких челленджей. Поэтому просто взяла Арлекина и прошла с первого раза. Вот в этом моменте фишка не ультанула, Ешка не перезарядилась, я просто стояла и ждала. Если правильно подгонять таймера, я думаю, она быстрее это все пройдет. Правда, зачем? Я не люблю улучшать таймера в натиске, просто не вижу смысла зачем. Нет, если вы проходите на лег скины, то там понятно, зачем улучшать таймер. А зачем на пятом это делать? Посоревноваться с друзьями мне не сильно интересно. Уже вышла из того возраста. Ура! Все, натиск пройден. Первый, конечно, 118 секунд прям впритык. Этот таймер поменьше. Вот такой у меня получился итоговый таймер. Кто из них был для меня самый сложный? Поначалу я думала, что это утка, так как у нее хп больше всех. Но в итоге оказалось, что я утку ретраила часа 3, а химеру часов 6. Хоть у них хп меньше, чем у утки. Проходила, в общем, очень долго. И таймер вот буквально впритык. Но мне все равно понравилось. Несмотря на все страдания, это, в принципе, даже прикольно. Стараться пройти, когда есть цель. Ну что ж, ребята, вот такой у нас был натиск. Для меня он был тяжелый, но в принципе мне понравился. Пишите, как вы проходили этот натиск, какими пачками, на ком у вас были трудности. Ссылка на плейлист по Геншину будет в описании под видео. Кому интересно, подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока.